всем привет! У нас сегодня осмотр кроликов, ну а точнее внешнее состояние кроликов. Будем осматривать его полностью, крутить, вертеть, смотреть, чтобы не было у него никаких болезней и так далее и тому подобное. Будем смотреть наличие ушного клеща, а также будем смотреть ногти. Если ногти большие, мы их будем постригать. Кстати, рекомендую вам всем постригать ногти, если они большие, потому что чем больше ногти, тем идет большая нагрузка на лапы, а это не есть хорошо. Все, сейчас мы приступаем и продемонстрирую вам, как мы это делаем. Берем кролика, какой брыкастый. Лучше это делать вдвоем, потому что они брыкаются. И одному крайне неудобно. Смотрим уши прям вовнутрь, заглядываем в ушную раковину. Потому что клещ, он не снаружи, он глубоко находится. И зачастую, когда кролика покупают, ну, либо сами продавцы, они глубоко не заглядывают, и его не видно. И потом либо покупателю, либо самому продавцу, заводчику прилетает такой сюрприз в виде ушного клеща. Все, посмотрели, ничего нету. Смотрим глазки. Глазки не гноятся, чистенькие. Смотрим ногти. Если ногти большие, мы их постригаем. Вот такими вот щипчиками покажи. Обычными. Ногтегрызка называется. Очень удобно. Все, приступаем. Один держит, второй стригет. Тот, кто держит, лучше отвернуться и закрыть глаза. Потому что если прилетит в глаз, будет мало приятного. Обрезаем по чуть-чуть, по многу не обрезаем. Там, в принципе, по когтям видно. Обрезаем белую часть. Откуда ноготь заканчивается, там белая часть. Вот ее мы и обстригаем по чуть-чуть. Ну и желательно ногти обстригать почаще. Там весна-осень, например. Ну чё, неприятно тебе? Ну ничего, потерпи. Все, одну лапку закончили, приступаем ко второй. Ну вот мне сейчас прилетел ноготь в щеку. Я вам скажу, крайне больно получать. Ну а в глаз-то вот теперь в шею прилетело. Что, все? Вот сейчас будем задние лапки обстригать. И заодно смотрим наличие на топтыши. Вот так как у нас они сидят всю зиму на соломе, отсутствие на топтыши, в принципе, на лицо. Ногти выросли за зиму-то. Осенью постригали, а за зиму выросли. Ну а теперь проводим профилактику. Ну а что делать? Заботьтесь о своих питомцев, осматривайте их регулярно. Смотрите когти на топтыши, потому что это же тоже это здоровье кроликов. Ну и вот так мы сейчас будем проходить каждого кролика. Вот посмотрите, какой... Ой, шикарная самочка. Вот как вот грех за такой не поухаживать. Это наша любимица. Это фифочка. Вот. Иди. Оп, иди. Все, сейчас возьмем другого кролика. И будем проделывать то же самое. Ушки, глазки, лапки. Оп. Все, вытаскиваем. Ну что ты скукожился аж, да не бойся ты. Испугался, не бойся. Чистенько. Глазки. Все, у этого кролика ушки тоже чистенькие. У нас как бы ушного клеща-то никогда не было. Но клещ, он может прийти не только от других кроликов. Он может также быть и в сене, в соломе. Почему бы и нет. Поэтому не надейтесь на то, что вы не покупаете кроликов. И у вас не будет ушного клеща. Переносчиками, как я уже сказал, может и сено быть, и солома. Поэтому в любом случае осматривайте. Если видите, что ваш кролик периодически мотает головой, трясет, да, и ушами трясет, обратите на это особое внимание. Сразу берем этого кролика и смотрим.
как я уже сказал, вовнутрь, в ушную раковину, туда глубоко-глубоко. Чем глубже посмотрите, тем лучше. Вот, это в принципе первый признак того, что его что-то беспокоит. Если он часто трясет головой и ушами, значит в ушах у него что-то есть. Все, сразу берем этого кролика и начинаем смотреть. Чем еще плохо, когда у них большие ногти, они могут нанести себе травму. Когда они начинают чесаться, ногти острые, и они могут себе подрать шкуру. В глаз прилетело. И это могут подрать себе шкуру. Ну и там и царапина. А потом люди удивляются: ой, у него что-то там, говорит, на спине какая-то короста, да, какой-то там нарыв или что у него там, непонятно. А они могут лапы задирать. Я вам скажу, дай Боже. У нас как-то у одного кролика на спине, на позвоночнике была рана. И мы думали, что... Он линял просто. Да, он линял и чесался. И он себе расцарапал на позвоночнике. Там царапины такие были. Как... Мы думали, что какая-то у него зараза там или инфекция, что у него там. А потом, пока мы его не увидели, что, оказывается, это он чешется так. У него были острые когти, он себе чесал. И, ну, как бы мы не думали, что он вообще до туда дотянется. Так что они могут чесаться даже в тех местах, где вы и не ожидали. Поэтому лучше ногти постригать, когти. Ну и вам, когда будет удобнее, когда вы будете доставать кролика, он у вас уже так не расцарапает, не нанесет вам травмы, вот этих царапин. Ну не бойся. Чего боишься? Чего боишься? Вот еще один питомец у нас готов. Все, аккуратненько его в клетку. Да, и я вот в каждом ролике говорю, когда вытаскиваете кролика из клетки, вытаскиваете его одной рукой за шкурку, второй рукой под пузо, но не за уши. Каждый ролик повторяю, но почему-то иногда люди все равно делают по-своему. За уши берут и начинают... Ну ты что скукоживаешь? Да не бойся. Не бойся, не бойся. Все, вот наш очередной. Ну и вот такими вот темпами каждого сегодня будем просматривать. Уделим им время. Я так думаю, за час мы управимся. Как бы потратим это время мы не зря. Зато будем знать, что наши кролики здоровы, никаких ушных клещей и травм у них нету. И будем спокойны. Потратим этот час. Так что не ленитесь, выберите время, выберите тот же час для своих питомцев, просмотрите их целиком и полностью, чтобы потом вам не прилетел какой-нибудь нежданчик, как я уже сказал, в виде либо ушного клеща, либо еще какой-то там травмы у него, либо какого-то загноения глаза или лапки, я не знаю, какой-нибудь травмы у него. Потому что когда вы вытаскиваете кролика и смотрите, да, вот как мы сейчас, можно же его и полностью обсмотреть на наличие других травм, повреждений. Поэтому вы кролика осматриваете, можно таки сказать, целиком. Так что не ленитесь, товарищи. Осматривайте. Ну и сено, конечно, должно быть постоянно в кормушке. Пусть даже корм не будет постоянно. Мы кормим дозированно. Поэтому у них всегда кормушки пустые практически к вечеру. А сено есть всегда. И они могут вместо корма есть сено. Они, по-моему, у нас солому лучше едят, чем сено. Солому им насыпешь, через пару часиков под ними уже соломы нету. А сено есть. Видимо, солома-то вкусная попалась в этом году-то, чем сено. Вот сейчас все эти процедуры проделаем и можно, в принципе, летом сидеть спокойно. Вот такая вот у нас еще есть красавица. Ой, черный вотер. Девочка такая. Ну вот, в принципе, друзья. Смотрите за кроликами. Ухаживайте за кроликами. Вам удачи. Здоровых кроликов. Все будет круто. Пока-пока.